Привет, YouTube! С вами Михаил Снитко и тема этого видео – переговоры об откате. Когда переговоры об откатах следует начинать? Вести переговоры об откате следует только в том случае, когда вы исчерпали все возможные так называемые белые инструменты. Чем отличаются обычные переговоры от переговоров с предложением отката? На первый взгляд они кажутся идентичными. Представители двух организаций обсуждают условия взаимовыгодного сотрудничества, к которому добавляется еще дополнительный фактор личного интереса, который логику взаимоотношений между заказчиком и поставщиком меняет кардинально. Что происходит в переговорах с предложением отката? Факт дополнительного стимулирования вводит в переговоры дополнительную цель – предложение отката, который направлен на удовлетворение личных интересов другой стороны, в обмен, например, на заключение сделки. Первый вопрос, который возникает – сколько и за что платить? На самом деле оснований для платежа всего два. Это вы платите за то, что человек вам помогает, либо за то, что не мешает. Ключевым этапом в переговорах об откате является сбор информации. Потому что когда дело предполагает уголовное наказание, важностью подготовки пренебрегать нельзя. Какую необходимую информацию о клиенте собрать? Кто является лицом, принимающим решение? Какова схема закупки? С кем из конкурентов в данный момент клиент сотрудничает. На практике для того, чтобы сделку заключить, приходится выстраивать отношения с разными сотрудниками на разных уровнях. Это могут быть специалисты снабжения, юристы, генеральный директор, бухгалтер и так далее. Поэтому, чтобы сделка состоялась, крайне важно роли сотрудников в схеме закупки определить и получить их одобрение и поддержку. Поэтому наша с вами первичная задача – это составить перечень ключевых сотрудников и определить их роли в схеме закупки. Какие бывают роли? Выделяют 5 основных ролей. Первая роль – это лицо, принимающее решение, или ЛПР. Кто такой ЛПР? Тот, кто принимает решение. Вторая роль – это центр влияния. Где находится центр влияния? Он может находиться либо в цепочке закупки, например, начальник службы снабжения, либо вне ее, например, главный инженер. При каких условиях человек становится центром влияния? Это когда ваше предложение затрагивает его интересы. Как правило, центрами влияния являются руководители отделов или специалисты службы снабжения, которые любят себя выдавать за ЛПР. Третья роль – информатор. Что делает информатор? Информатор предоставляет информацию о текущей ситуации в компании. Чаще всего информаторами в компании являются секретари. Что надо для того, чтобы секретарь стал информатором? В идеале это установить с ней неформальные отношения, что на практике получается не всегда. Четвертая роль – это союзник. Кто такой союзник? Союзник – это сотрудник, который готов нам помочь, но который не имеет влияния на ЛПР. Как можно союзника задействовать? Если союзников в компании много, они могут на лицо, принимающее решения, оказать коллективное воздействие. И пятая роль – это тень. Кем является тень? Тень – это сотрудник, который находится в нашем списке ключевых лиц, но роль которого мы пока в силу каких-то ограничений определить не смогли. Какие вопросы необходимо задать, чтобы переговоры спланировать правильно? Кто принимает решения? Как можно на него выйти? Кто может мешать на пути к заключению сделки? Кто может быть еще ключевой фигурой? Каковы отношения между центрами влияния? Кто может повлиять на лицо, принимающее решение? Какую типичную ошибку совершают переговорщики, проводя переговоры об откатах? Они ведут переговоры об откатах не с ЛПР. Дело в том, что все, что касается отката, обсуждается исключительно с лицом, принимающим решение. Поэтому наша первичная цель – это договориться с ним о встрече. Что делать, когда вам не удалось прояснить роль сотрудника в схеме закупки и систему принятия решений в компании? Тут можно использовать такой инструмент под названием «косвенные вопросы». Например, с кем еще из сотрудников, участвующих в схеме закупки, мне следует обсудить данный вопрос? Есть ли необходимость с кем-то дополнительно согласовывать наши договоренности? Директор на самом деле принимает решение или только визирует договор? Как в рамках телефонного разговора можно клиента квалифицировать? Задача – прояснить его потенциал при помощи вопросов об объемах закупок. Например, какой объем товара вы обычно закупаете в год? Как часто происходит такая заявка? В каких количествах обычно происходят такие закупки? Какая наша основная цель на этапе телефонного контакта? Первичная цель – это назначить встречу, потому что перед нами пока не стоит задача определить, берет человек взятку или нет. Наша первичная цель – это назначить встречу,
на которой задача сориентироваться. Как поднять тему отката в разговоре? Какие фразы можно использовать? Откатные фразы строятся таким образом, чтобы подчеркнуть выгодность нашего предложения. Дело в том, что слово «выгодность» можно трактовать двояко. Поэтому ЛПР, который откатов не берет, не будет считать, что вы его совращаете. А тот, кто берет, прекрасно вас поймет, к тому же впечатлится тонкостью вашего намека. Такие фразы намекают на возможный интерес. Собеседник своего рода получает сигнал. Если хочешь откат, то это можно организовать. Ключевая функция таких фраз – стимулировать продвижение к сделке. Задача – простимулировать развитие отношений путем перехода к следующему этапу – личной встречи. При любом построении фразы важно выразить суть. Как это звучит? Например, «Я очень хочу с вами договориться». Мы готовы максимально удовлетворить потребность вашей компании и учесть ваши личные интересы. Я понимаю вашу осторожность, поэтому при обсуждении данного вопроса готов ее учитывать. Русский язык многогранен. Часто звучащее в двухсмысленных фразах местоимение «вы» понимается «вы» как человек и «вы» как организация. Также можно произнести «хочу сказать, что на самом деле в коммерческом предложении все преимущества отразить невозможно. Именно поэтому я хочу обсудить с вами этот вопрос лично, чтобы сформулировать такое предложение, которое учтет ваши интересы полностью». Как производится разведка мотивирующих факторов человека к получению отката? Этими факторами могут быть его тяжелое финансовое состояние, неудовлетворенность заработной платой или трудное семейное положение. Это такие болевые точки человека. Именно благодаря такой диагностике мы можем проверить нашу гипотезу о предрасположенности человека взять откат. Поэтому, нащупав такую проблемную зону, на нее можно начать осторожно воздействовать, задавая вопросы в тему, выспрашивая подробности его личных проблем, подтверждая его правоту, осуждая бесчеловечные системы, в которой человек работает. Где можно откат предлагать? Часто начинающие переговорщики, услышав намеки от собеседника, начинают события форсировать и наталкиваться на, мягко говоря, непонимание. В чем заключается проблема? Это безопасность, потому что многие кабинеты прослушиваются или могут прослушиваться. Поэтому их хозяева обсуждать данную тему на рабочем месте, мягко говоря, желанием не горят. Что в таком случае приходится делать? Самым простым способом решения этой проблемы является перемещение в неформальную обстановку. Задача – вывести человека из кабинета, а в идеале с территории предприятия. Это может быть перекур за пределами офиса, либо же приглашение посетить ваш офис, чтобы посмотреть оборудование, или организовать поход в кафе на рюмочку кофе. Крайне важным моментом является построение приглашения в неформальную обстановку. Звучит это примерно так. Иван Иванович, хочу пригласить посетить вас наше предприятие, показать, как мы работаем, где сможем обсудить все детали нашего с вами сотрудничества. Где лучше было бы обсудить дополнительные условия по нашему с вами договору? Иван Иванович, мы еще с вами не обсудили дополнительные условия по нашей с вами сделке. Где это было бы лучше сделать? Как вести разговор по откатным темам в присутствии свидетелей? Дело в том, что как бы вас ни просили называть вещи своими именами и не говорили «тут все свои», никакого обсуждения отката в присутствии третьих лиц быть не может в принципе, потому что уголовную ответственность, как ни странно, еще никто не отменял. Наконец, установив неформальные отношения с человеком, проанализировав возможные его мотивы к получению отката, а также проведя беседу с помощью намеков, можно переходить к самому откатному предложению. Как правильно откат предлагать? Ключевая цель – это сбалансировать интересы вашей компании, закупщика и его организации. Дело в том, что это делается исключительно в режиме диалога. Поэтому можно ему сказать: «Мне бы хотелось, чтобы обсуждение сотрудничества по нашему с вами договору происходило в режиме диалога. Поэтому, если вам что-то мешает принять решение в пользу нашей компании, мне бы хотелось эти ограничения понимать». Часто закупщик стремится раздуть личный бонус за счет увеличения скидки. Что в таком случае надо делать? Эти попытки надо пресекать на корню. Иначе единственной стороной, получающей выгоду, может быть получатель отката. А в этом случае можно ему сказать, что важно учитывать не только его интересы, потому что экономика должна быть экономной. Когда следует откат отдавать? Отдавать откат следует только после подписания всех закрывающих документов, потому что проблемы могут возникнуть в любой момент, например, при приемке товара. Почему это делается после подписания всех закрывающих документов?
потому что именно ваш откатополучатель будет выклевывать кукушку тому, кто препятствует подписанию документов, чтобы в конечном итоге все остались довольны. Также принципиальный момент – обсудить все детали передачи отката и договориться о следующих шагах. В ходе переговоров следует проговорить с закупщиком схему передачи денег, а именно, как будет происходить передача. Человек приезжает к вам в офис, либо вы привозите деньги ему лично. Если стоит задача передать деньги в офисе, то хорошо действует способ под названием «договор с приложением», когда конверт с деньгами прилагается к договору и передается человеку с комментарием, в котором интонационно делается акцент «с приложением». Следует также учитывать, что опытные снабженцы в ответ на предложение отката часто первую сделку предлагают провести без бонусов. Дело в том, что в цивилизованных компаниях опытные закупщики часто действуют по следующей схеме. Проводят отбор поставщиков, способных выполнить обязательства по договору, а потом уже среди них проводят такой теневой тендер, основной критерий которого – кто больше даст. Данный подход хорош тем, что исключает прецедент провокации, направленный против закупщика, потому что никто не будет имитировать поставку только для того, чтобы своего закупщика проверить на экологичность. Дело в том, что чем детальнее вы проработаете предыдущий этап, а именно договоритесь об откатной схеме, тем меньше проблем у вас возникнет впоследствии. Потому что практика показала, что все обиды обусловлены недопониманием. Переговорщик предположил, что все и так ясно, а у закупщика в конечном итоге в голове возникло какое-то сверхожидание. Часто результатом этого бывает ничем не мотивированный отказ и переход к другому поставщику. Вообще процесс переговоров с закупщиком можно сравнить с восхождением альпиниста. Что делает альпинист? Он вбивает страховочный крюк. Поднявшись еще выше, он забивает следующий. Таким образом, он страхует себя от падения. Поэтому, если он сорвется, то не с диким воплем пролетит вниз, а всего несколько метров, после чего продолжит свое восхождение. Также и переговорщик, устанавливая контакт, развивая неформальные отношения с человеком, закрепляя совместные условия договоренностью, страхует себя от провала. Таким образом, откатное предложение – это последний безопасный шаг, а не прыжок в пустоту, с надеждой, что там можно за что-то уцепиться. Поэтому грамотно выстроенный разговор на предыдущих этапах гарантирует нам на этапе предложения отката отсутствие сюрпризов. На этой оптимистической ноте предлагаю данное видео закруглять. Если подытожить, то тема отката поднимается исключительно в том случае, когда ваш запас белого арсенала был исчерпан. Намек на откат производится только в случае принятия решения – прощаться с клиентом навсегда, либо задействовать способы дополнительного стимулирования. Подписывайтесь на мой канал, выражайте свою точку зрения в комментариях, ставьте лайки. И увидимся в следующих видео. Пока!